Друзья, всем привет! Мы сейчас в Омане, уже 1,5 месяца в путешествии. Посетили 4 новых страны для нас на Аравийском полуострове. И сегодня хотелось бы рассказать, что у нас в рюкзаках для этого путешествия. Мы стараемся быть автономными, так как мы любим природу. Мы всего 2 раза останавливались в гостинице. Тут, в этом регионе, очень интересный каучсерфинг, поэтому часто мы останавливались по каучсерфингу и также очень много времени проводили на природе. И вот сейчас я расскажу, что же мы взяли в путешествие по этому прекрасному региону. Итак, начну с верхнего клапана рюкзака. В верхнем клапане у нас всегда, чтобы было под рукой, находится все для того, чтобы заряжать технику. Тут у нас пауэрбанк, переходники. Кстати, тут британский вариант розеток, поэтому мы приобрели вот такой переходничок. Он для стандартных наших вилок. И вот такой переходник на USB. Пауэрбанк, шнурки и зарядка для камеры Sony, на которую мы сейчас, собственно, снимаем видео. Вот такой мешочек, он всегда под рукой. Его быстро достал, в кафе зарядиться, пока кушаешь, либо в автомобиле. Если едешь, то надо шнурочек, попросил у водителя зарядиться. Вот. Солнечная панель. О солнечной панели у нас есть отдельное видео. Она тут незаменима практически, потому что всегда светит солнышко. Вот, и если мы успеваем, вот, допустим, сегодня мы проводим много времени на пляже, и практически целый день стоит солнечная панель, заряжает оба телефона, также батарею камеры. Так, это верхний отдел. Теперь переходим к внутреннему клапану. Тут у нас находятся ножнички, пинцетик, вот такой небольшой боксик и на всякий случай нитка с иголкой. И фонарик. Фонарик нам в этом путешествии очень пригодился, часто его использовали, потому что ночевки становились вечером или просыпались рано утром. Так, и внутренний отдел. Во внутреннем отделе у нас гермомешок. Гермомешок советую брать в любые путешествия, потому что то ли дождь, то ли какие-то ситуации, когда намокает рюкзак. У нас была ситуация на Кипре, когда мы положили рюкзаки в багажное отделение автобуса, пошел ливень и вещи внутри намокли. Вот. После этого мы стали пользоваться гермомешком. Тут, в общем, стандартный набор вещей, которые необходимы. Мы пользуемся термофутболками, трекинговыми штанами и нижнее белье, носки и подобное. Кому будет интересно, какие именно вещи мы взяли с собой, пишите в комментариях, мы обязательно ответим. Так, теперь то, что мы взяли, но на самом деле не очень-то оно нам пригодилось. Пару раз мы использовали. Это наша походная посуда. О ней ссылочка будет сверху. И тут принадлежности для того, чтобы разводить костер, спички, маленькая газовая горелка. Мы ее взяли про запас с собой, но по сути газ мы не покупали, потому что костры разводили всего несколько раз, и нас выручали костры. Тут в основном мы питались в кафешках, в маленьких ресторанчиках. В Саудовской Аравии тоже, в Омане так, в Бахрейне и в Катаре. Та же ситуация была, потому что еда тут недорогая. Таскать с собой какие-то колбасы, тут у них выбора никакого нет, по сути. Вот, без проблем покупали все в супермаркетах. На несколько дней у нас всегда с собой еды есть для автономности. Мало ли что может произойти, или место вдруг понравится, а рядом не будет магазина, либо закрыты будут. Вот, в целом делали костры несколько раз, ну и готовили кофе, в основном чай. Вот, пользовались перекусами. Один раз быстрорастворимую лапшу приготовили, потому что очень хотелось бульончика.
Костры, кстати, в Омане мы видели, делают открытые, без проблем вроде как, но надо уточнить. Мы делали без проблем тут. А вот в Саудовской Аравии нельзя на песке, либо на траве делать костер, потому что за это большой штраф. Либо обычно используют такие металлические какие-то поддоны для того, чтобы делать костер. Мы один раз нашли и делали костер. Так, наша палатка весит она 2 килограмма, она вообще компактная. Тут находится термоодеяло, о нем у нас тоже есть видео. Оно на самом деле нам пригодилось, потому что перепады температур в данном путешествии были от плюс 33 до минус 3, наверное. Вот. И когда температура опускалась, естественно, мы использовали термоодеяло. Допустим, в Абхе, в Эль-Бахе, в Саудовской Аравии, также в Табуке бывает достаточно холодно в декабре, в январе и в феврале, поэтому необходимо быть готовым. В остальное время там достаточно тепло, вот, можно рассчитывать на более высокие температуры. Обязательно с собой должен быть головной убор, потому что очень много солнца, солнцезащитный крем у нас с собой также есть. Мы в путешествии используем легкие кроссовки, у меня в данном случае беговые Nike, они легенькие, дышащие, без проблем. С ними можно путешествовать, и, естественно, одна пара, потому что много не надо. Стельки постирали и все готово. Также шлепанцы с собой, легкие на смену, ну, логично, понятно, удобно. С какой целью мы их применяем? Подушки надувные, подушечки из Декатлона, они сами по себе компактные, я люблю держать все в чехлах, чтобы порядок был. Вот он, одна подушечка вот так выглядит. Вот, тоже достаточно удобно, часто каменистая поверхность, подкладывать себе под голову какие-то вещи тоже бывает неудобно, они могут расползаться. Подушки – прекрасная вещь для комфортных путешествий. Надувной коврик, о надувных ковриках у нас тоже было видео, оставим сверху ссылочку. Опять-таки незаменимо, потому что ночевали в горах, в пустынях, бывала каменистая поверхность, тоже очень пригождалась. Так, вот спальничек, я его не ужимал сильно, он находится у нас в таком пакете защитном, опять-таки, чтобы не было нюансов с намоканием. У нас он достаточно большой, это спальник синтетический, рассчитан на комфортную температуру 0 градусов, максимальная экстремальная температура минус 10. Вот. Весит он у нас около килограмма, килограмм 100. И пользуемся мы им вдвоем. Он достаточно широкий, позволяет нам поворачиваться в палатке как угодно, укрываться им достаточно комфортно. И синтетику мы предпочитаем, потому что периодически где-то, опять-таки, может намокать, конденсат какой-то. Если ты в путешествии не 1, 2, 3 дня, а продолжительно достаточно, то сушить пуховой будет не так удобно. Вот. Ну, сюда можно брать вполне спокойно пуховый спальничек, потому что погода достаточно хорошая, дожди бывают. В Саудовской Аравии мы попали под ливень, палатка тоже должна быть хорошая. Мы подумали брать изначально однослойную палатку для теплых стран, потому что как-то уже ездили в Арабские Эмираты с однослойной легкой компактной палаткой. Вот. Но в Саудовской Аравии мы попали под дождь, и хорошо, что взяли двухслойную палаточку. Вот такая у нас палатка, она весит 2 килограмма. Это вот то, что касается моего рюкзачка. Тут еще находится сидушка, о которой я забыл, не достал. Вот. Тоже бывает удобно где-то присесть, сесть, потому что у нас не обычные карематы, а надувные коврики. Легкая, компактная. Достал быстренько и удобно сесть, отдохнуть. У Марьяши в рюкзаке находится еще дополнительно, опять же, одежда, косметичка, гигиенические принадлежности. Также аптечка у Марьяши в рюкзаке. И также у меня с собой вот такая поясная сумка. Она очень удобная. В переднем карманчике я складываю сюда
камеру Sony и легко достал быстренько. У меня петличка, микрофон, он находится в правом кармане, и я быстро подключаю камеру, снимаю все, что необходимо. В основном отделении находится телефон и документы. Наши паспорта, часть денег находится здесь, тут же карты, визитная карточка наша. Вот, мы их даем водителям, когда знакомимся, чтобы быстро, удобно обмениваться контактами. И в заднем отделении лежат деньги и банковские карты. Вот, деньги находятся в полиэтиленовом пакете для того, чтобы защищать, опять же, от влаги. Также в этом путешествии мы поняли, что нам не хватает прищепок, потому что тут достаточно безопасно и комфортно останавливаться даже в городах. Частенько есть парковая какая-то зона, там без проблем можно ставить палатку, и рядом бывает находится мечеть, в мечети можно постирать вещи. И вот развесить их уже удобно было бы с прищепками. Но в следующее путешествие мы обязательно возьмем с собой прищепки. В итоге вес рюкзака мой без воды 11 килограмм, но частенько тут приходится носить с собой много воды в походах, где-то в каких-то автономных местах, где магазинчики удаленные, поэтому вес рюкзака немного больше. У Марьяши вес рюкзака 7 килограмм, ну опять же бывает у нее там литр воды, то есть около 8 килограмм, 7-8 килограмм, вот так вот колеблется. Друзья, Аравийский полуостров стоит того, чтобы его посетить, особенно автостопом, потому что тут живут замечательные люди. И основное наслаждение – это прежде всего люди здесь. На втором месте уже природа и все остальное. Так что приезжайте, путешествуйте. Надеюсь, наше видео поможет вам в планировании путешествия по Аравийскому полуострову.